Итак, турнир дуэтов. Это, пожалуй, самый необычный и самый рискованный формат чемпионата России по прыжкам. Это эксперимент и, пожалуй, один из самых сложных форматов в фигурном катании. Потому что здесь вместе выходят на лед два одиночника, которые привыкли отвечать только сами за себя. В одиночном катании спортсмен полностью контролирует ритм, скорость и, конечно же, технику исполнения того или иного прыжка. А в дуэте нужно перестроиться, почувствовать партнера, подстроиться под его темп и прыгать не просто чисто, а близко, параллельно и синхронно. А вот это уже гораздо сложнее, чем кажется порой со стороны. Даже два сильных одиночника не всегда сразу становятся сильным дуэтом. Слишком многое должно совпасть в одну секунду. Тем более, что в этом формате на каждый элемент дается всего лишь одна попытка. И все, что происходит на льду, сразу же идет в зачет. Без права на исправление, без второго шанса. Первый раунд турнира дуэтов – это проверка индивидуального уровня каждого спортсмена как раз в дуэте. Здесь каждый выходит на лед один на один со своим прыжком, но результат работает уже не на «я», а на «мы». Итак, каждый спортсмен исполняет 2 сольных прыжка. И есть важное условие – все 4 прыжка в дуэте должны быть разными – 2 тройных и 2 четверных. Кроме того, каждый спортсмен исполняет каскад или комбинацию из 2 прыжков. На выполнение задания каждому дуэту дается 2 минуты и 30 секунд. Уже на этом этапе дуэт вынужден думать стратегически, кто берет на себя максимальный риск, а кто должен обеспечить стабильность. Да, а вот достижения и ошибки первого раунда никуда не исчезают. Они остаются с каждым дуэтом до самого финала. Во втором раунде формат резко меняется. И вот здесь начинается самое сложное для одиночников. И здесь цена ошибки становится еще выше. Дуэт исполняет параллельно 2 разных сольных прыжка. 2 одиночника – это непривычная ситуация. Ты должен прыгать в своем ритме, но при этом следить не только за собой, но и за партнером. И, конечно, нужно совпасть по времени, по скорости и по траектории. Любое расхождение в параллельности и синхронности сразу видно, если оба прыжка по отдельности выполнены чисто. И на выполнение задания дается всего лишь 1 минута. И за эту минуту дуэту нужно доказать, что они могут быть настоящей командой, а не просто 2 одиночниками. Итак, 3-й раунд. Кульминация турнира дуэтов. И, пожалуй, самый сложный этап для спортсменов из одиночного катания. Здесь дуэты исполняют параллельно каскады. А это значит несколько прыжков подряд, без права сбиться с ритма. Да, сначала каскад или комбинация из 3 прыжков. А затем каскад или комбинация из 5 прыжков. И на все дается ровно 1 минута и 15 секунд. Для одиночника каскад – это концентрация на себе. Для дуэта – это постоянный контроль партнера на каждом приземлении и каждом отталкивании. Одно небольшое расхождение, и, как вы понимаете, синхронность теряется. Именно поэтому параллельные каскады – одна из самых сложных задач во всем турнире. Баллы за все 3 раунда, к счастью, суммируются. И побеждает дуэт, который сумел не просто показать сложные прыжки, а действительно стать настоящей командой. Итак, турнир дуэтов – это испытание техники, характера и взаимопонимания. И именно здесь особенно видно, как трудно одиночникам работать в паре и как впечатляюще это выглядит, когда у них это получается.